Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Газовая биполярка ЕС. Пока Еврокомиссия готовит дорожную карту по отказу от энергоносителей из Российской Федерации, политики опасаются зависимости от СПГ из Соединенных Штатов. А нефтегазовые компании и бизнес готовятся к возобновлению экспорта из России. Владимир, что в принципе там у них происходит? Трудно сказать, что у них происходит, потому что для этого хорошо бы понять, у кого именно. Есть такое ощущение, что власти ЕС, как говорилось ранее, страшно далеки от народа. Потому что есть люди, которые живут на земле и понимают, что реально есть проблема с поставками газа, его, в общем, не хватает. Если двигаться дальше тем курсом, которым двигается Европа, то, соответственно, можно из зависимости от России попасть в зависимость от США. А что такое зависимость от США, европейцы на своей шкуре почувствовали вот буквально недавно, когда дружественные американцы в какой-то момент взяли и, резко поменяв курс, объявили, что Европа нам теперь как бы друг, но за эту дружбу придется заплатить, причем много. Сейчас пока пошлины Трампа приостановлены, но кто знает, что будет через 90 дней. Трамп, в общем, не отличается плавностью характера, и, в общем, Европа действительно запаниковала, и что делать дальше непонятно. То ли вести с ним переговоры, то ли как-то угрожать, то ли взывать к его англосаксонскому патриотизму, но факт остается фактом. Прилетела вот такая вот история, и, в общем, она всех всполошила. Соответственно, получается, если от зависимости от российского газа избавиться удалось, то теперь Европа попадает в зависимость от США, и, по-моему, ей тоже это не очень нравится, потому что, по крайней мере, русские разговаривали с Европой более уважительно, и договоренности были все-таки какие-то более бизнесовые и взаимовыгодные. А здесь, в общем, партнерились, и вот тянате, получите пошлины от лучших друзей из-за океана. Соответственно, если закупать газ, то кто знает, что будет дальше, потому что вот Трамп тут заявил о том, что хорошо было бы, чтобы Европа закупила у США газа на 350 миллиардов долларов. Это там что-то по нынешним ценам в районе 7 миллиардов кубометров. То есть, в общем, Трамп как бы рассчитывает на достаточно долгосрочные закупки с учетом того, что сама Европа сейчас потребляет не так, чтобы много. То есть, получается, Европа попадает в многолетнюю зависимость от американского СПГ, если договоренностям будет суждено состояться. А сколько он будет стоить, потому что пошлины на 90 дней приостановлены, но что будет через эти 3 месяца, и во сколько будет обходиться этот газ, совершенно непонятно. Плюс ко всему возникает вопрос, а будет ли этот газ, потому что немалая часть проектов по производству СПГ в США, те объемы, которые изначально предполагались, они несколько сдвигаются вправо, потому что, опять же, для того, чтобы реализовывать эти проекты, необходимо сначала заручиться, наличием каких-то контрактов. Вот, соответственно, с контрактами тоже есть определенные сложности. Соответственно, нет контрактов, нет запуска проектов, они откладываются. Поэтому тут, в общем, у многих, во всяком случае, разумных людей, типа глав компании Engie или немецких бизнесменов, вот опять же у Патрика Пуяне, появилась мысль о том, что, в общем, может быть, наверное, не стоит прям так решительно отказываться навсегда от российского газа, потому что вот столько, сколько раньше, там 110 или 150 миллиардов кубометров не надо, но вот по 60-70 мы бы взяли. И, в общем-то, это звучит вполне разумно, если руководствоваться бизнес-логикой. Но, к сожалению, еврочиновники бизнес-логикой не руководствуются, они все-таки настроены на то, чтобы окончательно отказаться от российского газа. Проблема заключается в том, что еврочиновники очень мало отношения имеют к бизнесу, и зачастую управлять государственными процессами в Европе
начинают люди, которые слабо себе представляют, как этот бизнес работает. Поэтому все сводится к лозунгам: а давайте откажемся от российского газа, а экономические последствия, ну, с ними как-нибудь потом разберемся. В конце концов, у нас государство богатое, ну, что-то профинансируем, там что-то там приватизируем, где-то как-то закидаем деньгами. Вот, собственно говоря, прекрасная логика, которая позволяет руководителям ЕС по-прежнему с какой-то действительно тупой настойчивостью идиотов говорить о том, что от российских энергоносителей надо отказаться. Ну, кстати, и здесь получается тоже такая как бы биполярная ситуация, потому что, с одной стороны, лозунги громкие об отказе от российских энергоносителей звучат постоянно, но, тем не менее, я напомню, что по итогам прошлого года российский газ, по-моему, занимал второе место по объемам поставок в Европу. На первом была традиционно как бы многодобывающая, близкая с точки зрения там, географического расположения Норвегия, на втором месте была Россия, на третьем Штаты. Сейчас, вот в первом квартале этого года, Штаты переползли на второе место, ну, собственно говоря, с такой там настырно-навязчивой стилистикой предложения своих ресурсов трудно было предположить, что Европа откажется. То есть, соответственно, Норвегия по-прежнему на первом месте, Штаты сейчас на втором, и как бы с небольшим отрывом, опять же, идет Россия, которая на третьем месте. И это на минуточку ситуации, когда Еврокомиссия заявила, что вот уже 6 мая они предложат прям вот стратегию, уже утвержденную, отказа от российских энергоносителей. Товарищи, что у вас на континенте-то происходит, знаете? То есть вы сейчас вот такие вещи предлагаете, а у вас Россия третья по объему поставок газа к вам в ЕС. Ну и опять же, хорошо, если, предположим, отказаться от российского газа, возникает вопрос, а чем заменить? И тут сразу, опять же, возникает целый ряд сложностей, потому что если так пробежаться по часовой стрелке вокруг Европы, то поставщиков, которые могли бы с легкостью заменить российский газ, ну, в общем-то, нету. Азербайджан вряд ли сможет спасти Европу своим газом, потому что объемы невелики. Страны, которые раньше традиционно были поставщиками типа того же, например, Египта или Алжира, так, собственно говоря, у них экономики растут, им самим не хватает. У Ирана может найтись некоторое количество газа, но, во-первых, опять же, ему не хватает самому, а во-вторых, ну, у Ирана брать как-то не камильфо. Все-таки страна-то не менее тоталитарная, чем Россия. Опять же, не дай бог, сейчас в ближайшее время по ним Штаты бить начнут, и как бы и неприлично, и сложно будет газ из этой страны получать. Что у нас остается? Катар. Да, Катар может поставить определенные объемы газа в Европу, и более того, европейские компании активно участвуют в проекте разработки вот этого северного месторождения. Но, опять же, у Катара есть еще интерес поставлять в Юго-Восточную Азию, хотя бы потому, что это ближе, то есть с логистической точки зрения проще. Ну, про Австралию, я думаю, Европе точно стоит забыть, потому что если возить газ из Австралии в Европу, ну, в данном случае газ из США, наверное, все-таки будет подешевле. Поэтому получается, что либо это вот ходить и собирать по крошечке, по одному, по два миллиардика с каждой страны, которая может поделиться, ну, либо, соответственно, все-таки как-то искать более экономически целесообразные способы получения газа. А в данном случае Россия выглядит более интересным конкурентом даже по сравнению со Штатами, потому что, опять же, и ближе, и дешевле. Да, но вот как бы мы не надеялись на позитивное развитие ситуации, ну, потому что российский газ, он чисто по себестоимости дешевле и ближе. Но логикой там никто не хочет придерживаться. А есть ли такой вариант о том, что все не станет хорошо? По той простой причине, что Соединенные Штаты сейчас переманивают к себе европейский бизнес, и как бы оставшийся в Европе бизнес либо переходит в другие страны, либо подыхает, несмотря на многовековую историю, как у многих компаний. И Европе в таком раскладе, у них и паритет, торговый паритет с США снизится. И столько энергоресурсов не нужно будет. Европа просто обанкротится.
Ну, надо сказать, что европейская промышленность начала загибаться не в 22 году с началом СВО и ужесточением санкций, а энергокризис, собственно говоря, начался где-то вот в годах вот там 17-18, поэтому процесс, в общем, давний и, наверное, вряд ли обратимый. Да, действительно, если раньше Европа была премиальным рынком, то теперь, собственно, объемы потребления газа, потребления энергии снизились, и поэтому рассчитывать на то, что будет как раньше, невозможно. Является ли это печалью? Ну, наверное, это неприятно, потому что все-таки до европейского рынка от России, что называется, ближе, плюс ко всему инфраструктура была очень тщательно выстроена под этот рынок. Другое дело, что сейчас открываются интересные перспективы в рамках торговой войны между Китаем и США, потому что если поставки нефти в Китай были крайне невелики, то вот газ в США Китай закупал. Если сейчас в силу вот этих вот торговых пошлин Китаю придется отказаться от американского газа, то тут как раз начнутся поиски замены. И, может быть, как раз это и послужит каким-то дополнительным толчком к тому, чтобы Китай наконец-то определился с силой Сибири-2, чтобы ее наконец-то там достроили, запустили и начали качать по ней газ в полную силу, потому что, естественно, трубопроводный газ из России по долгосрочным контрактам по-любому будет дешевле, чем СПГ из недалеко расположенной Австралии. Поэтому, может быть, и не стоит лить слезы по подыхающему европейскому рынку, а может быть, имеет смысл как раз смотреть на те перспективы, которые открываются ровно в противоположной части света с учетом происходящих событий. То есть вы хотите сказать, что у Китая, как бы он ни сопротивлялся, не пытался выторговать себе лучшие условия, вот этими вот ожиданиями, у Китая нет вариантов, кроме как подсесть на российскую иглу газа и нефти? Китай уже, в принципе, на нее подсел, причем достаточно глубоко, скажем так, потому что объемы поставок нефти в Китае всегда были, в общем, достаточно велики. Поставки газа после завершения строительства всех вот этих газопроводов в рамках поворота на восток и освоения китайского рынка, ну, объемы велики, и они постоянно растут, ну, соответственно, ухудшение ситуации, нарушение баланса поставок в Китай, который тоже, естественно, стремится, чтобы не подсесть на одного поставщика, на одну страну, а как-то диверсифицировать свои поставки хотя бы ради энергетической безопасности. Ну, так или иначе, если сейчас ситуация с американским СПГ будет усугубляться, ну, как-то закрывать выпадающие объемы будет нужно. Ну, в данном случае российский газ, ну, он действительно экономически целесообразнее, чем поставки СПГ из Штатов, причем с учетом всех этих каких-то космических пошлин. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефтекапитал». Крайне рекомендуем. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru.
Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.